5 лет своей жизни Грант был прикован к ржавой цепи, спал в прогнившей будке и ел остатки еды со стола, часто протухшие и наполненные мухами. Когда терпение пса заканчивалось, он освобождался от ошейника и сбегал. Когда Грант попадался на глаза людям, они были уверены, что он бродяга, ведь никто даже не мог предположить, что домашний пес может быть настолько худым и грязным. На улице собаке также приходилось несладко, но здесь у него было больше шансов выпросить себе косточку или другую еду у людей, чем получить нормальный обед дома. Правда, бродячие собаки нередко отбирали у него ту немногую пищу, которую ему удавалось найти. Очередной побег из дома Грант совершил в разгар зимы. На этот раз пес решил, что домой он больше не вернется, поскольку отношение к нему, и без того ужасное, стало только хуже. К плохим условиям и нецензурным словам добавилось еще и рукоприкладство. Неделю пес провел на улице, спят в сугробах. Вскоре его колтуны покрылись сосульками, а он стал еще более изнеможенным, чем раньше. Именно этот момент Гранта заметила девушка. Для начала она решила кормить его. Каждый день девушка приносила псу еду, а он всегда благодарил ее, подавая лапу. К сожалению, не все соседи девушки были рады появлению у себя во дворе бездомного животного. Многие пытались прогнать или обидеть животное, поэтому девушка начала опасаться, что животному могут навредить. Девушка обратилась ко мне, прося о помощи, ведь Гранту грозила опасность. Пса я забрала и взяла под свою опеку. Грант – красивая собака, у которого явно есть примесь ретривера. Пока он живет в вольере за гостиницей и очень рад таким переменам, ведь теперь он всегда сыт, в тепле, а люди заботятся о нем, а не пытаются обижать. Мы надеемся, что в скором времени этот красавец найдет свою семью, которая подарит ему заботу, любовь и ласку. Будь счастлив, Грант.